А что если за главным героем пластинки номер 11 никто и не гнался? Всем привет, драконята, вы на канале Underwowcraft, и сегодня мы попробуем предположить, что на самом деле записано на загадочной пластинке. Поехали! Сегодня будет видео довольно нестандартного для меня формата теорий, но я действительно серьезно интересовалась пластинкой номер 11 и решила изучить вопрос, связанный с тем, что на ней записано. Уже было много видео и статей насчет этой пластинки, и это неудивительно. Первые две пластинки появились еще в Альфа 1.0.14, остальные же 9 в Бета 1.9 пререлиз 2, в том числе пластинка 11, которая нас интересует. Я довольно долго пыталась представить, что именно на ней записано, меняла локации, персонажей, и, как мне кажется, смогла прийти к интересному выводу. Хочу сразу сказать, что подобного варианта развития событий я не слышала ни в одном другом ролике или статье, но если вы слышали у кого-то нечто похожее, буду рада ознакомиться. Вернемся к заявлению из начала видео. Сколько бы ни говорили о пластинке 11, люди сходятся в том, что за главным героем записи кто-то гонится. Есть вариант с волками, или же собаками, но не суть, Эндерменом и самим Херобрином. Более того, многие предполагают, что кто бы ни гнался за человеком на пластинке, он, скорее всего, был убит. Но вариант с волками мне лично никогда не казался правдоподобным. Если бы героя преследовали подобные звери, они бы издавали на записи отчетливый лай, или как минимум рычали бы. Вариант с Херобрином, вы уж извините, я тоже не рассматриваю. Его легенда все-таки гораздо в большей мере была развита фэндомом. Более того, C418, он же Даниэль Розендель, который писал музыку для Майнкрафт, отвечая на вопросы о пластинке 11, заявил, что она не имеет отношения к Херобрину. А вот Эндермен с первого взгляда кажется неплохим кандидатом, ведь на пластинке действительно можно услышать звуки, напоминающие его телепортацию. Допустим. Теперь подберем версию, в которой происходили события. Раз пластинку добавили в Бета 1.9 пререлиз 2, логично выбирать из более ранних версий. Но есть одно «но». Во всемогущей Википедии сказано, что Бета 1.8.1 от Странников Края по-прежнему исходят звуки зомби. И после небольших поисков легко было выяснить, что своими звуками эндермены обзавелись только в RC1, а это первый кандидат на релиз версии 1.0.0. То есть формально мы не могли слышать на этой пластинке звуки эндермена, как минимум потому, что эндермены тогда все еще не имели своих звуков. Но зато есть другая зацепка. Мы все-таки слышали звук, который так похож на телепортацию эндермена. И это можно объяснить. Знаете, как Википедия описывает звук телепортации Странника Края? Сокращенная версия звука портала в Нижний мир. А Нижний мир существовал уже давно, если бы точнее еще с хэллоуинского обновления Альфа 1.2.0. Это как раз то, что нам нужно. То, что вписывается в составленные нами временные рамки и соответствует логике обновлений в игре. За место действия я возьму крепость Края, исходя из типичной для кирпича звонких стуков. За главного героя Стива, не удивляйтесь, позже объясню почему. А теперь попробуем представить. Стив бежит по длинному коридору, но причина бега не обязательно в погоне. Возможно, главный герой пластинки ощущает некое слежение за собой или попросту боится находиться в темной, полуразрушенной крепости, что давно была погребена глубоко под землей. И звуки, которые окружают его, либо больше иллюзия его собственного разыгравшегося воображения, либо реальные звуки, которые издает сама крепость. Стив останавливается, отыскав цель своего похода и рыскает в рюкзаке, если более реально представлять инвентарь. Скоро он находит и достает наружу огниво. Пару раз пробует выбить искру, но слишком устал и не получается. Или же он просто проверял работоспособность огнива. Откашлившись после бега, он делает пару шагов вперед, осмотрев библиотеку, берет с полки приглянувшуюся книгу и резко перелистывает страницы, пытаясь быстрее найти нужную ему информацию. Вдруг находит то, что искал. Информация о портале в другой мир. Информация о портале в ад. Как бы то ни было, радостное волнение пропадает так же быстро, как и появляется. Стив судорожно выхватывает огниво и старается осветить им пространство вокруг себя, чтобы убедиться, что рядом никого нет. Но он чувствует угрозу или, возможно, различает в темноте какой-нибудь смутный образ. Звуки, которые можно принять за эндермена, издавала книга, всего лишь имитирующая портал в ад и телепортацию через него. Стив прижимает книгу ближе к себе и бежит прочь, как можно быстрее. Скоро строение крепости заканчивается, переходит в пещеру, а потом он выбегает наружу, и запись останавливается.
таком виде история объясняет, почему игра считает, что игрок и так должен знать, как строится портал в ад. В самой игре нет никаких подсказок, связанных с его созданием. И, возможно, именно потому, что Стив и так знает, как его строить. Крепость – место жизни древней цивилизации. Эндерменов, пиглинов или кого-то еще – этого мы, к сожалению, не знаем наверняка. А, возможно, разные расы раньше контактировали, пока еще могли или были достаточно разумными для этого. Стив же мог просто предположить, что в столь старом и загадочном месте, как крепость, должна была иметься какая-нибудь информация. Не обязательно он хотел узнать конкретно об Аде. Он ведь один из единственных, если не единственный оставшийся в мире майный человек. Сервера я тут не учитываю. Логично, что он бы пытался искать ответы, а книга с магической аурой и сопутствующими звуками легко привлекла к себе внимание. И эти события довольно спокойно возможно отнести к периоду Хэллоуинского обновления или последующим чуть более поздним обновлениям. А теперь перейдем к самому сложному. Как объяснить сам факт существования пластинки? Знаю, что самый распространенный, если не единственный вариант, это Крипер. Мол, Крипер записал звук на пластинке, они так раньше делали, и поэтому в игре именно с них они и падают. Это более чем интересный вариант, но опять же, есть одно «но». Мне довольно сложно представить, какое звукозаписывающее устройство должен представлять из себя Крипер, чтобы записать столь чистый и громкий звук на протяжении всей записи. Герой на пластинке явно бежал, и бежал быстро, а следовательно, как минимум дважды значительно менял свое местоположение. И тогда у меня возникает вопрос, как ради всего святого Крипер должен был это записать? Бежать в припрыжку следом? Криперы передвигаются, но относительно медленно, так что я почти тут же откинула их в качестве кандидатов на запись, как минимум этой конкретной пластинки. Но кто или что тогда записало все эти звуки? После некоторых размышлений я пришла к выводу, что записывающие устройства вполне могут быть частью самой структуры, то есть крепости. Мы ведь никогда точно не знали и не знаем, откуда именно взялись диски. Помню, я слышала теорию о прошлом пиглинов, о том, что они, возможно, бывали в нашем мире. Так почему бы им в таком случае не встроить в стенах крепости подобное устройство? На случай, если кто-то поинтересуется, почему в данном вопросе я рассматриваю пиглинов, или свинозомби как более земную разновидность, в качестве древней развитой расы, а не эндерменов, скажем, отвечу сразу. У пиглинов в аду есть своя собственная пластинка Пикстеп, которую можно найти только в Бастионе, так что само по себе напрашивается, что они умеют создавать музыку и записывать пластинки. Криперов в аду ведь нет. А эндермены никогда и никак не были связаны с музыкой. Почему пластинка сломана, сказать сложно. По логике, с такими повреждениями, какие нам показывают, она вообще не должна работать. Но, возможно, ей просто не повезло разломаться из-за какой-нибудь случайности. И последний уточняющий вопрос. Предположим, пиглины в свое время оснастили крепость записывающими устройствами, хотя бы где-то. Почему они до сих пор работали и записали звук? Объяснение может быть их автономность. Стив во время своей не самой приятной прогулки по крепости мог в легкую задеть и включить что-нибудь, что активировало бы запись. Это же, кстати, могло бы отчасти объяснить количество копий у других пластинок. Представьте, что даже когда Стив ушел, пластинки продолжали копироваться. И не только самая последняя 11-я запись, но и все остальные пластинки, что были записаны и хранились в памяти устройства, создающего эти самые диски, уже давно. Я, конечно, могла бы еще описать, как диски потом съедали криперы, и поэтому они с них падают, но, думаю, это, как говорится, уже совсем другая история. Так, что думаете по поводу моей теории? Может, пластинка 11 не настолько зловещая, насколько мы всегда представляли? Поделитесь своими мыслями по теме в комментариях, мне интересно будет прочитать. А если понравилось видео, не забудь о лайке и подписке с колокольчиком, так ты никогда не пропустишь новый ролик. Ну а на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.